Мы будем вязать джемпер большого размера, обхват груди 118-120. Это будет реглан сверху. Регланная линия у нас елочка. И будет азиатский росток, которого у нас еще не было. Этот расчет можно использовать и для летних вещей. И меня, конечно, удивил расход этого джемпера. Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn и я, Яна. Сегодня у нас мастер-класс, и мы будем вязать джемпер большого размера, обхват груди 118-120. Это будет реглан сверху. И в этом видео у нас будут новшества, которых не было еще на нашем канале. Мы будем учиться вязать выточку. Это будут подрезы, так как это реглан сверху. И будет азиатский росток, которого у нас еще не было. Для работы нам понадобится 5 моточков пряжи Alize Angora Gold Simli. Пряжа с метонитом. Пряжа очень красивая, нарядная. Вязать мы будем в 2 сложения. Также нам понадобятся спицы номер 3, 40 сантиметров тросик. Это для горловины и для манжет рукава и низа изделия. Мы вяжем троечкой. Все основное изделие мы будем вязать 3,5. Для этого мы будем использовать тросики и 60 сантиметров, и 100 сантиметров. Также для работы нам еще понадобится сантиметровая лента, ножницы или кусачки, маркера и иголочка с тупым концом для закрытия петель. В этом джемпере регланная линия у нас будет елочка. Мастер-класс на нее вы можете посмотреть на нашем канале уже в записи. Для работы у нас уже все готово. Приятного всем просмотра, и мы приступаем к работе. Для того, чтобы связать изделие, в первую очередь нужно связать образец тем рисунком, тем узором, которым вы будете вязать джемпер. У нас джемпер кулирная гладь, поэтому я связала образец кулирной гладью. И нужно рассчитать плотность, сколько петель в 1 сантиметре и сколько рядов в 1 сантиметре. По нашему образцу я высчитала, что у нас по горизонтали у нас 1,9 петли в 1 сантиметре. И по вертикали это количество рядов в 1 сантиметре 2,89. Плотностью мы определились. Теперь размер. В первую очередь нам нужна мерка обхват шеи. Обхват шеи в нашем джемпере, мы джемпер вяжем на конкретного человека, у нас составляет обхват шеи 46 сантиметров. Так как по желанию заказчика джемпер у нас не плотно прилегает к шее, поэтому я прибавку даю 10 сантиметров. Если вы хотите более плотную к шее, тогда прибавку дайте где-то от 3 до 5 сантиметров. Я даю 10 сантиметров на свободу облегания. То есть у нас получается 56 сантиметров. Эти 56 сантиметров я умножаю на 1,9 на нашу плотность, то есть количество петель в 1 сантиметре. И у меня получается 106 петель. Мы чертим круг, определяем наши регланные линии. Регланная линия у нас будет по 1 петле. Здесь 106. Мы от 106 отнимаем количество петель на регланные линии, то есть 4 петли. Получается 102 петли. 102 петли мы делим на 3 части. Одна часть идет на спинку, вторая часть идет наперед, и третья часть делится пополам. Это наши рукава. То есть мы 102 делим на 3 и получается 34 петли. Значит, мы 34 петли отводим на спинку, 34 петли отводим на полочку. Это спинка, это полочка. И по 17 петель, 34 делим на 2, 17, отводим на рукава. Для того, чтобы рукава не были у нас сильно широкие, мы 1,5 сантиметра с каждого рукава уберем.
То есть 1,5 мы умножаем на наши 1,9. И у нас получается 2,85. Ну, мы округляем это до 3. Значит, по 3 петли мы с одного рукава вычитаем. Получается 14. И с другого остается. Эти 3 петли мы добавим с одного рукава на спинку, а с другого, со второго рукава к полочке, к петлям полочки. И у нас остается 37 петель на спинке, 37 петель на полочке. Так как у нас джемпер с азиатским ростком, то вот эти вот расчеты уже готовы для того, чтобы начать изделие. Но у нас по желанию клиента было углубить еще горловинку по переду, сделать более ниже. Приблизительно это сантиметра 4. Поэтому на 4 сантиметра мы углубим только горловинку. Это регланные линии по одной петле. И здесь у нас 37 петель по полочке. 4 сантиметра мы умножаем на количество рядов в 1 сантиметре. Приблизительно где-то 12 рядов получается. То есть это 6 раз, получается 6 лицевых рядов и 6 изнаночных рядов. Как всегда, когда мы вяжем горловинку по переду, делаем плавный переход. По центру оставим где-то 4 сантиметра, можно больше. Мы оставляем где-то около 4 сантиметров. Приблизительно это где-то около 12 петель сделаем. И так как у нас здесь нечетное число, а нам нужно, чтобы поделилось поровну, мы одну петелечку отсюда добавим сюда. То есть мы здесь оставим 13 петель. 37 минус 13 у нас остается 24 петли. Значит, 24 петли мы делим пополам, и у нас получается по 12 петель с каждой стороны будем постепенно мы добавлять. Так как у нас получается 6 лицевых рядов, мы часть вот эту вот делим на 6 сегментов. И 12 петель распределяем равномерно на вот эти сегменты. Я взяла, допустим, 1, 1, 2, 2, 3 и 3. И эту сторону мы тоже разделим 3 на сегменты. Получается 1, 1, 2, 2, 3, 3. В принципе, расчеты наши готовы, и мы можем начинать вязать. Начало резинки у нас будет итальянским краем. Итальянского способа набора петель очень много. Я выбрала вот этот способ, который мы сейчас будем делать. Почему? Во-первых, он идет от клубка. Мне не надо отмерять сколько-то там, отставлять конец нити длинный. Второе, то, что когда мы наберем петли, у нас будет хорошо видно край вязания, чтобы первый ряд связать, чтобы не перекрутились между собой петли, чтобы не был перекрученная горловина. Берем нить основную и дополнительную. Дополнительная нить внизу. Дальше от нас основная нить. Зажимаем края 3 пальцами. Берем спицу. Основная нить у нас идет на указательном пальце, дополнительная на большом. И первая петля у нас получается, мы делаем как при основном наборе. Подхватываем и надеваем на спицу и подтягиваем. Наша первая петля. Далее мы делаем накид. И делаем опять как при обычном наборе. Вот соединились. Далее накид от себя.
Вытягиваем петлю и подтягиваем. Старайтесь сильно не стягивать дополнительную нить, чтобы вам удобно потом было ее растянуть по всей спице. Опять накид, придерживаем и делаем основным способом. Накид. И как при основном способе. И таким образом мы набираем наши 106 петель. Мы набрали 106 петель. 107 петлю мы набираем обычным способом. Эта петля нам нужна для соединения полотна. Теперь нам дополнительная нитка уже не нужна, ее мы убираем. Видите, с этим набором очень просто, потому что видно, что не перекручено ничего. И теперь мы должны соединить наш круг в единое. Для этого с левой спицы мы снимаем петлю на правую спицу. Последнюю петлю, которая была на правой спице, мы перекидываем через эту петлю. И вот она у нас соединилась. И возвращаем ее на левую спицу. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы вяжем ряд полой резинки. У нас получается накид. Накид мы провязываем лицевой. Тут идет как изнаночная петля. Мы ее снимаем на правую спицу, не провязывая нить перед работой, то есть впереди. Накид опять провязываем лицевой, изнаночную снимаем. И так мы вяжем до конца ряда. Лицевую накид мы провязываем лицевой, изнаночную снимаем нить перед работой. Первый ряд, конечно, немножко трудно связать, так как немножко натянуты наши петли. Так, доходим до конца. Накид и изнаночная у нас была снята. Мы ее провязываем. И это наше начало ряда. Наденем маркерочек. Определить, где наше начало ряда. Второй ряд полой резинки мы вяжем наоборот. То есть лицевые петли мы снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем изнаночной. Лицевую сняли, изнаночную провязываем изнаночной. Это будет второй ряд нашей полой резинки. Хочу вам напомнить, что заработок этого набора нужно взять спицы на размер или на полразмера тоньше, чем у вас будет сама резиночка. Если мы резинку вяжем троечкой, то для набора я взяла спицы 2,5. После того, как мы сделаем полую резинку, перейдем вязать уже основную резинку, то тогда уже наденем петли на номер 3 спицы. Так, мы заканчиваем третий ряд полой резинки. И теперь, второй ряд полой резинки. Теперь третий ряд. Мы вяжем как первый. Лицевой мы провязываем лицевой,
изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем лицевой, а изнаночную снимаем. Вот дошли мы до конца ряда, последнюю мы изнаночную сняли, перекидываем маркер. Четвертый, последний ряд мы лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем изнаночной. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. И так мы вяжем до конца ряда. Так, мы довязали четвертый ряд полой резинки, то есть в итоге у нас 4 ряда получилось. И теперь мы вяжем просто резинкой 1 на 1 сантиметра 3. И теперь после полой резинки на основную резинку мы переходим на спицы троечка. Мы сразу будем их вязать. Резинку вязать, я думаю, вы уже все умеете. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. Это у нас резинка 1 на 1. Резинку мы связали, и теперь мы выпутаем нашу дополнительную нить. Она нам уже не надо. И вот таким вот способом мы освободим край от дополнительной нити. Мне этот край нравится. Во-первых, то, что не перекручивается, когда мы первый ряд соединяем в круг, вязание не перекручивается, и получается сразу эластичный край с красивыми петельками. И теперь мы переходим на основное полотно, берем спицы 3,5 и один ряд по кругу пройдем лицевыми петлями. Так, мы провязали, и теперь мы будем вязать поворотными рядами. То есть начало вязания у нас будет от регланной линии левой, которая находится слева на полочке. Вяжем одну изнаночную, это наша регланная линия. Далее вяжем 14 петель рукавов лицевых. 14. Делаем одну изнаночную. Мы пока не делаем здесь рисунок на регланной линии. Далее мы вяжем 37 петель спинки лицевых. Петель. Делаем одну изнаночную. Далее у нас идут петли рукава. 14 лицевых вяжем. 14. Делаем одну изнаночную. И провязываем одну лицевую, которая у нас идет, добавляется одна, вот в этом сегменте. Провязываем ее лицевой. Далее поворачиваем вязание. Это мы добавили одну петлю. Первую петлю на правой спице мы делаем обвитие. Переносим на левую спицу, накидываем рабочую нить и возвращаем эту петлю на правую спицу. Далее вяжем изнаночная. Это у нас изнаночный ряд, значит, регланная линия у нас будет лицевая. Далее 14 изнаночных, это петли рукавов. Регланная линия у нас идет лицевая с изнаночной стороны.
Далее мы вяжем петли спинки, 37 изнаночных. Регланная линия 1 лицевая. Далее опять 14 петель рукава следующего. Дошли до лицевой петли, это наша регланная линия. Мы ее провязываем лицевой, и следующую петлю мы прибавляем с этой стороны. Провязываем 1 изнаночную, поворачиваем. Теперь делаем обвитую петлю с правой спицы, переснимаем на левую, обвиваем вперед и опять возвращаем петлю на правую спицу. Далее вяжем лицевую, делаем накид на себя, изнаночная, накид от себя. Это мы уже переходим на рисунок на нашей регланной линии. Мастер-класс на этот рисунок можете посмотреть по ссылке. Далее вяжем петли рукавов. Дошли до регланной линии, делаем накид, вяжем изнаночную, накид от себя. Далее петли спинки. Напоминаю, что весь джемпер у нас лицевая гладь. Поэтому с лицевой стороны мы петли все вяжем лицевыми, а с изнаночной стороны изнаночными. Дошли мы до регланной линии по спинке с левой стороны. Делаем накид на себя, вяжем изнаночную, накид от себя. Вяжем петли лицевые на рукаве. Дошли до передней регланной линии, делаем накид, вяжем изнаночную, накид от себя, провязываем первую прибавленную петлю, и следующая петля обвитая у нас это вторая петля, которая это мы, получается, дошли и прибавляем вторую, она у нас обвитая. Мы что делаем? Завиток одеваем на спицу спереди, петлю разворачиваем так, чтобы было удобно связать, чтобы петли смотрели в одну сторону, и провязываем лицевой. Обвитая петля получается одета как накид, и мы провязываем эту лицевую с этим накидом. Мы прибавили 2 петли с одной стороны. Теперь мы поворачиваем работу, обвиваем следующую петлю, первую на правой спице, обвили и возвращаем ее. Вяжем изнаночный ряд, при этом накиды провязываем изнаночными петлями за длинные дольки. Так мы вяжем по рисунку до нашей левой регланной линии. Петли рукавов провязываем, петли спинки. Петли рукавов, накиды изнаночными. Мы доходим уже до нашего разворота. Вот мы провязали последнюю регланную линию, провязали одну уже прибавленную, и теперь мы провязываем обвитую петлю. Это у нас уже получается, мы дошли, обвитая петля у нас следующая. Мы провязываем ее изнаночной, при этом мы виток, который мы обвивали петлю, мы одеваем на спицу, за заднюю стенку берем и одеваем на спицу. Смотрим, как у нас, чтобы не была перевернута лицевая петля с лицевой стороны. И провязываем изнаночной.
Это мы прибавили уже 2 петли. Далее мы поворачиваем работу, обвиваем следующую петлю, обвили, возвращаем. Далее мы вяжем по кругу через петли рукавов, спинку до нашей следующей регланной линии на полочке. При этом мы вяжем лицевую, делаем накид, лицевая, изнаночная. Это регланная линия идет. Опять лицевая, накид и далее вяжем петли рукава. Мы дошли, где мы делали накид. То есть мы делаем накид, лицевую, над накидом мы провязываем лицевой, изнаночную, изнаночной, лицевая и накид от себя. Далее вяжем петли спинки. Дошли до регланной линии, делаем накид, лицевая, изнаночная, лицевая и накид от себя. Далее вяжем петли рукава. Дошли, делаем накид на себя, лицевая, изнаночная, лицевая, накид от себя. Провязываем первую, прибавили, вторую прибавили. Следующая у нас идет, мы дошли до 2 петель прибавления. Это по кругу до вот этого, до этой петли. Значит, обвитая петля, это идет первая петля. Мы спереди виток наш одеваем на спицу. Смотрим, чтобы не был перекручена петля. Одеваем ее правильно. Провязываем 1, 2. Это мы добавили 2 петли. Далее поворачиваем работу. Обвиваем первую петлю на правой спице. Переносим ее на левую. Заводим нить рабочую вокруг и возвращаем петлю на правую спицу. И далее вяжем по кругу до нашей регланной линии следующей, которая идет на полочке. Мы провязали регланную линию с другой стороны на полочке. Доходим до обвитой петли. Заднюю стенку надеваем на спицу. Смотрим, чтобы не было перекрученное. И это нам надо провязать 2 петли. Мы добавляем, это мы уже прошли сюда и добавили вот этих вот 2 петли. Далее мы поворачиваем, обвиваем первую петлю с правой спицы. И далее продолжаем вязать. Накиды у нас идут не вдоль регланной линии, а немножко расходятся на елочку. Поэтому 8 рядов у нас раппорт, нам нужно его провязать. Поэтому после нашей лицевой мы делаем всегда накид. То есть мы наперед 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид от себя. И далее продолжаем вязать до следующей регланной линии на полочке. При этом не забывать делать накиды на регланных линиях. Доходим до нашей обвитой петли. Если вы заметили, что петли обвиваются те, которые будут прибавляться постепенно. Мы дошли, надеваем на спицу ее и немножко переворачиваем, чтобы красиво легла петля. Провязываем 1,
2. Это мы прибавили вторые 2 петли. Разворачиваем полотно, обвиваем следующую петлю, то есть первую на правой спице, возвращаем и вяжем до следующих наших прибавляемых петель через рукава и спинку. Так, мы доходим до обвитой петли. Вот наша обвитая петля. Мы подхватываем за заднюю стенку, надеваем на спицу, провязываем изнаночной 1, изнаночной следующую петлю. Это мы прибавили еще 2 петли вот этого сегмента. Далее мы разворачиваем работу, обвиваем первую петлю на правой спице, перекидываем на левую, рабочую нить заводим вперед и возвращаем петлю на место. Далее мы продолжаем вязание по кругу до нашей следующей регланной линии на полочке. Здесь у нас еще предпоследний ряд нашего раппорта в елочке на регланной линии. Так, мы дошли до нашей обвитой петли. Спереди надеваем на спицу, сворачиваем петлю, чтобы она не была развернутой, провязываем 1, 2, 3. Это мы добавили вот этих первых 3 петли на этой стороне, поворачиваем, обвиваем первую петлю с правой спицы и далее продолжаем вязать до нашей следующей регланной линии, до нашего следующей обвитой петли на той стороне. Так, доходим до обвитой петли, одеваем заднюю сторону, надеваем на спицу и провязываем изнаночной 1, 2, 3. Это мы сделали прибавочку 3 петель с этой стороны. Теперь разворачиваем, обвиваем первую петлю с правой спицы и продолжаем вязать до следующей регланной линии полочки. Раппорт на регланной линии 4 накида у нас было, уже закончился. Мы начинаем новый раппорт, то есть мы продолжаем вязать лицевые до изнаночной линии. Опять начинаем первый накид перед изнаночной петлей на себя, изнаночная петля, накид от себя, и далее продолжаем вязать. И так мы делаем на каждой регланной линии. То есть у нас вот идет расхождение, наша прибавочка красиво ложится, как елочка. И вяжем регланные линии с новым раппортом и вяжем до следующей обвитой петли.
Мы дошли до обвитой петли. Надеваем на спицу за переднюю стенку. Переворачиваем лицевую петлю, чтобы она красиво смотрелась. Провязываем 1, 2, 3. Это мы провязали последние 3 петли с одной стороны. Разворачиваем вязание. Обвиваем первую петлю с правой спицы. И далее вяжем изнаночный ряд до нашей следующей обвитой петли. Мы дошли до нашей обвитой петли, заднюю стенку надеваем на спицу, обвиток этот, и вяжем 3 петли. Последние в нашем прибавлении это вот эти вот. Обвитая петля это первая, вторая, третья. Наши прибавления уже сделаны. Теперь мы вяжем по кругу. Для этого, чтобы здесь соединить, мы обвиваем первую петлю. И далее вяжем по кругу. Делаем рисунок на регланной линии. Обвитые петли провязываем вместе. Сейчас мы будем вязать уже не поворотными рядами. Вязание будет у нас происходить все по кругу. Сейчас мы дойдем до обвитой петли, провяжем ее, покажу как. Вот мы дошли до обвитой петли. Надеваем на спицу переднюю стенку. Разворачиваем лицевую петлю, чтобы она красиво смотрела. Провязываем ее и продолжаем вязать вот эти наши 13 петель. Вот мы дошли до второй обвитой петли. Мы ее также надеваем на петлю и провязываем. И провязываем обвитую наш виток с петлей, которая была обвита, провязываем вместе. И далее продолжаем вязать круговое вязание. При этом не забываем делать накиды нашей елочки правильно. Напоминаю, что раппорт 8 рядов, то есть 4 накида, должно быть 4 дырочки. И делаем их в каждом втором ряду. Начало идет с левой передней регланной линии. Вот мы дошли, у нас накид. Мы его провязываем лицевой. То есть в этом ряду мы не делаем накиды. Это у нас неповоротные ряды уже идут. Поэтому накиды мы провязываем уже с лицевой стороны. Мы связали нашу кокетку. У меня по регланной линии получилось 8 раппортов. Длина спинки получается где-то 25-26 сантиметров. И регланная линия, ну если мы ее хорошо распарим, когда она у нас будет, это 30 сантиметров. Далее мы переходим вязать росток. Так как у нас здесь азиатский росток, и он будет вязаться не так, как вяжется с ростком реглан сверху. Для того, чтобы определить, сколько связать этого ростка, мы регланные линии наши, начало регланных линий на рукаве, то есть на полочке и на спинке совместим с одной стороны и с другой стороны. И у нас получилось вот это вот углубление, которое мы делали по полочке. Отметим его. И далее выложим изделие так, как бы нам хотелось, чтобы вот правильно выкладывалась горловинка красиво.
И сильно задирать, вот сильно опускать не стоит, потому что сзади будет наплыв и будет некрасиво. Тем более, что у нас более углубленная по горловине линия, потому что мы давали прибавку 10 сантиметров, как вы помните. И вот выложим, вот, чтобы оно было, вот как бы, ну, красиво выглядела горловина. И отметим это место второй иголочкой. И теперь померяем вот это расстояние. Вот это и будет наш росток. У меня он где-то 3 сантиметра. Значит, по спинке мы будем вязать прямо 3 сантиметра. Мы провязали до регланной линии на левом рукаве по полочке. И нам нужно перевести работу так, чтобы провязать петли рукавов и петли спинки. И начинаем вязать спинку. То есть мы дошли до правого рукава. Теперь немножко здесь мы сделаем расчет по отношению к тому, что сколько у нас петель сейчас в работе, сколько петель нам нужно, сколько петель у нас осталось на рукавах и сколько нам нужно по нашим мерочкам, чтобы немножко откорректировать, чтобы рукав не был сильно широким, потому что если мы свяжем 3 сантиметра, мы здесь будем добавлять петли, и чтобы они не были сильно лишними, чтобы не было наплыва рукава из-за его ширины. Сейчас мы немножко посчитаем. У нас получилось вот такой вот квадрат с нашими регланными линиями. Итак, у нас в работе это регланная линия 1, 2, 3, 4. Это спинка, это полочка, это рукава. По одной петле у нас на регланной линии. Получается, это изнаночная дорожка. И теперь у нас в работе у нас осталось по спинке и по полочке после всех прибавлений 101 петля. На рукавах у нас 78 петель. Для того, чтобы немножко подкорректировать петли рукавов с петлями спинки и переда, потому что если мы сделаем, сейчас свяжем росток, там добавятся петли, плюс еще для нашего объема добавятся подрезы. И вот эта вот цифра будет очень большая, и потом будет очень сложно откорректировать ширину рукава. Обхват груди у нас 119. Мы умножаем его на нашу плотность 1,9. У нас получается 226 петель. Если мы это поделим пополам, то получается 113 петель у нас должно быть уже в готовом изделии. Это с подрезами по спинке и по полочке, то есть туловище изделия, не считая рукавов. Регланные линии при нашем делении всего мы отнесем со спины спинки к спинке плюс 2 петли и со стороны полочки к полочкам. У нас получается 103 петли здесь и 103 петли здесь. И для того, чтобы немножко рукав сузить, по 2 петли с каждой стороны рукава я отнесу к полочке и к спинке. То есть 4 петли добавится к спинке и 4 петли добавится к полочке. То есть останется 107 петель. В итоге у нас получится на подрезы у нас останется 6 петель. 3 петли с одной стороны по спинке, 3 с другой и на полочке. То есть в итоге подрезы будут по 6 петель. И теперь мы вяжем росток. То есть мы регланную линию относим к спинке и 2 петли с рукава с одной стороны и 2 петли с другой. Так, и теперь мы начинаем вязать. И сейчас мы вяжем росток
3-3,5 сантиметра, больше не надо. Изнаночную регланная линия мы провязываем лицевой и 2 петли с рукава еще добавляем. Теперь мы разворачиваем вязание и провязываем петли спинки с изнаночной стороны до следующих регланных линий. Первую петлю снимаем и вяжем изнаночными петлями до следующей регланной линии. Мы доходим до нашей второй регланной линии. Регланную линию, она с изнаночной стороны лицевая, мы вяжем изнаночной и 2 петли с рукава. Поворачиваем и далее вяжем 3 сантиметра прямо. Первую петлю снимаем и вяжем 3 сантиметра. Мы провязали 3 сантиметра. У меня это получилось 10 рядов. И теперь хочу обратить ваше внимание на то, что убирать петли от ширины рукава, добавлять к полочке и спинке, это идет чисто индивидуально. Так как мы вяжем джемпер наш на конкретного человека, у нас обхват руки для такого большого размера, руки очень худые, и у нас всего составляет 35 сантиметров. И плюс 6 сантиметров прибавка, получается 41 сантиметр. И если мы умножаем на плотность, у нас получается 78 петель. А 78 петель мы получили после того, как закончили регланные линии. И если мы будем добавлять подрезы плюс росток, это очень большая ширина. Здесь нужно еще смотреть и обращать внимание на вашу мерку обхвата руки. Для такого размера в среднем это где-то 38 до 40 сантиметров. И когда вы, может, посчитаете, что вот эти вот по 2 петли с каждой стороны рукава, может, для вас и не надо будет убирать. Поэтому вот это вот здесь идет чисто индивидуально. Мои расчеты именно идут на конкретного человека, поэтому мы сделали так. Ну, а вы уже считаете по своим меркам. Если вы свой обхват руки прибавите прибавочку, умножите на плотность вашу, количество петель в 1 сантиметре, у вас может даже будет выходить очень довольно-таки нормально. Поэтому здесь идет чисто индивидуально. Ну, и мы продолжаем дальше. Сейчас нам нужно делать подрезы, но для этого мы петли рукава перенесем на дополнительную нить, либо кто-то на тросик. Я их одену на дополнительную нить с помощью крючка. Я ввожу в первую петлю и просто провязываю столбик. И так я закрою каждую петлю. Можно то же самое сделать с соединительными столбиками. Вытащили петлю и просто протянули. Так мы перенесем петли рукавов на дополнительную нить. Мы перенесли петли. Напоминаю, что 2 петли с рукава и изнаночная линия реглана мы оставляем на полочку. Теперь мы уже высчитали, что у нас идет 6 петель подреза. Значит, мы перекрещиваем петлю и одеваем 6 петель. Немножко первые петли подтягиваем, первых 2 петли, чтобы они были плотненькие, чтобы потом, когда мы будем вязать, не было дырок. 2, 3, 4, 5, 6. И теперь продолжаем вязать петли переда до нашего следующего рукава. Вяжем все лицевыми петлями, так как все основное изделие у нас связано лицевой
гладью. Мы провязали петли полочки, регланную линию, лицевую петлю и 2 петли с рукава взяли. Теперь второй рукав переносим на дополнительную нить. Теперь делаем подрез со второй стороны и одеваем 6 перекрещенных петель. Соединяем с петлями спинки и продолжаем вязание по кругу. Теперь мы будем вязать по кругу до нашей мерки высота груди. Если по полочке смотреть, вот если мы выложим вот так вот изделие, вот от основания плеча вниз должно быть 32 сантиметра. Это наша мерка высота груди. Так, мы дошли до нашей выточки. 32 сантиметра. То есть это мерка от плеча до центра груди, до самой выступающей точки. И теперь мы будем делать расчеты для выточки. Для того, чтобы рассчитать выточку, ее глубину, величину, во-первых, нам нужна мерка длина талии по спинке. Это от шеи мерочка и до талии. Вот это вот. И мерка от плеча через выступающую точку груди до талии. От разницы этих чисел, этих величин и будет зависеть наша глубина выточки. По нашим меркам у нас длина талии по спинке 45 сантиметров, а по полочке 53 сантиметра. Разница составляет 8 сантиметров. Если бы вы шили вещь, то, конечно, вы использовали по эти 8 сантиметров, брали во внимание. Но так как это трикотаж, он где-то немножко потянется, может немножко разойдется в длину. Поэтому мы от 8 сантиметров отнимем 3 сантиметра. И у нас получится 5 сантиметров. Это и будет наша глубина выточки 5 сантиметров. 5 сантиметров мы умножаем на нашу плотность. Это у нас 2,89. И у нас получается 14,45. Мы приблизительно, не приблизительно, округлим до 14 рядов. Это значит, что у нас будет 7 лицевых и 7 изнаночных рядов. То есть выточку мы будем вязать поворотными рядами по полочке. Спинка у нас принимать участие в этом не будет. Хочу обратить ваше внимание, что вот это 3 сантиметра величина как бы идет постоянная, если не очень сильно большой перепад между вот этими вот двумя размерами. Если сильно большой перепад, можно отнять 4 сантиметра. Но как бы я пользуюсь, отнимаю 3 сантиметра, и меня это удовлетворяет, результат такой. Так, мы продолжаем дальше. Мы выяснили, что у нас идет 14 рядов, то есть у нас 7 раз будет лицевых и 7 рядов будет изнаночных. Теперь расположение этой выточки. У нас есть мерка центр груди. Это замеряется между двумя выступающими точками груди. Наша мерка составляет 22 сантиметра.
Но так как в трикотаже выточка сильно сюда, ну, как бы это некрасиво, когда будет заходить, и она там не нужна. Поэтому где-то ну, сантиметра 3 можно отступить в сторону бокового шва. И получается, наша выточка будет вот здесь и не доходить на 3 сантиметра до вот этой величины. Итак, мы выяснили 22 сантиметра. У нас это центр груди. 3 сантиметра с одной стороны, 3 сантиметра с другой стороны. Это 6 сантиметров. Прибавляем 6 сантиметров. У нас получается 28 сантиметров. Эти 28 сантиметров мы умножаем на нашу плотность по горизонтали. У нас 1,9. Получается 53,2. Ну, возьмем 53, потому что нас это как раз устраивает и в том случае, что у нас нечетное число на спицах по полочке. 53 сантиметра. Теперь можно начертить такую вот линию. Разбить ее. Это наш центр груди 53 петли. Напоминаю, что начало выточки мы возьмем там, откуда мы начали делать подрез. То есть он составляет 6 петель. Значит, 3 петли с одной стороны мы не доходим до бокового шва, и 3 петли с другого не доходим. И у нас, если вы помните, у нас в работе 113 петель минус 53. Это у нас остается 60. Минус 6. 3 с одной стороны, 3 с другой. У нас получается 54 петли. Мы 54 делим пополам, то есть 27 петель здесь и 27 петель с другой стороны. И теперь мы определили, что выточка длиной у нас будет 27 петель. Теперь мы вот эти вот 7 лицевых и 7 изнаночных рядов мы разобьем на такие сегменты, чтобы равномерно добавлять в работе эти 27 петель. 6, 7 с одной стороны и 7 с другой стороны. По одной петле сначала мы прибавим, потом 4 раза по 4 петли и 2 раза по 5 петель. Точно так же с этой стороны мы будем делать, добавлять в работу, включать петли в такой же последовательности. Принцип вязания. Мы когда начинаем вязание, проходим до вот этих вот петель, которые вот провязали эти петли, провязываем 53 вот этих петли до нашей. Мы сейчас повесим маркеры, чтобы вам было более нагляднее. Провязали, включили в работу одну петлю. По изнаночной стороне, здесь под одну петлю включили в работу. По лицевой стороне включаем еще 4 петли. С изнаночной стороны еще. Получается, что мы правая сторона будет только изнаночные ряды, а левая сторона лицевые ряды. Сейчас мы повесим маркера, и вам будет тогда более нагляднее это все видно. Вот наши 6 петель подреза. Делим их пополам. 3 петли отступаем, одеваем маркер. Отсчитываем 27 петель и одеваем второй маркер. 27. Надели маркер. И то же самое мы повторим с другой стороны. Подрез напополам. Вот наша линия, где начинается подрез. Надеваем маркерочек. Отсчитываем 27 петель. Вот мы одели маркера.
То есть это у нас идет начало выточки и ближе к боковому шву конец выточки. И приступаем к работе. Сейчас мы все петли, перенося маркировочки на правую спицу, провяжем до фиолетового маркера. Вот мы дошли до маркера. Его можно теперь уже убрать, он нам уже не нужен. И одну петлю, вот эту, мы провязываем первую. Прибавили. Поворачиваем вязание. Далее изнаночный ряд, поворотные ряды. Мы сейчас будем вязать удлиненными. Делаем накид от себя. И вяжем изнаночные петли, то есть изнаночный ряд до нашего маркера на другой стороне. Мы дошли до маркера с изнаночной стороны, он нам уже не нужен. Одну петлю провязали изнаночной, это мы прибавили вот эту петлю. Разворачиваем вязание, делаем накид. И теперь мы вяжем до следующего накида и вяжем следующие 4 петли. Так, мы дошли до накида. Накид и первую петлю второй группы петель мы провязываем вместе, чтобы не было у нас дырочки. Это 1, вяжем 2, 3, 4 петли. Получилось, мы прибавили вот эту группу петель. Теперь мы разворачиваем вязание и вяжем до следующего накида на другой стороне. Здесь делаем накид и продолжаем вязание по изнаночной стороне. Так, мы дошли до следующего накида. Теперь нам нужно поменять местами 2 петли, так провязать, чтобы накид был на изнаночной стороне. Меняем местами и петельку одеваем так, чтобы когда мы провяжем изнаночную, чтобы у нас с этой стороны красиво легла петля без перевертывания. Так. И добавляем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Это мы провязали эту группу петель. Теперь разворачиваем вязание, делаем накид и вяжем до следующей группы петель. Мы довязали до следующего накида. Накид и следующую петлю следующей группы петель, это вот этой, вяжем 4 петли. То есть накид и первая петля, накид так, чтобы был сзади, чтобы не было заметно прибавления. 1, 2, 3, 4. Это мы прибавили вторую группу петель. Теперь мы разворачиваем вязание, делаем накид и продолжаем вязание на следующую сторону до следующего накида, до следующей нашей группы петель прибавляем их. Так, мы дошли до накида. Теперь меняем местами накид и петлю. Накид должен быть сзади петли. Вяжем вторую группу из 4 петель. Это 1, 2, 3, 4. Это мы провязали эту группу петель. Теперь разворачиваем вязание, делаем накид и продолжаем вязание.
Первую и накид провязываем вместе, накид сзади. И у нас вот уже видно, где есть были прибавления, что они незаметны практически. И вяжем 2, 3, 4. Это мы провязали третью группу из 4 петель на левой стороне. Далее поворачиваем вязание, делаем накид и продолжаем вязание. Так, мы довязали до накида. Теперь меняем местами накид с петлей и провязываем их вместе. 1, 2, 3, 4. Это мы провязали третью группу петель из 4. Далее поворачиваем вязание и идем на левую сторону. Делаем накид и вяжем до следующего накида на другой стороне. Мы дошли до накида. 2 петли провязываем, лицевую накид провязываем вместе. 1, 2, 3, 4 петли. Это мы провязали вот эту группу петель, последнюю, там где по 4 петли. Разворачиваем вязание, делаем накид и вяжем до следующего накида на другой стороне. Дошли до накида, меняем местами лицевую петлю с накидом, провязываем их вместе и вяжем 1, 2, 3, 4 петли. Это мы провязали последнюю группу из 4 петель на правой стороне. Разворачиваем вязание, делаем накид и вяжем до накида с другой стороны. Так, доходим до нашего накида, провязываем лицевой накид вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы прибавили с левой стороны первую группу из 5 петель. Теперь мы разворачиваем вязание, делаем накид и вяжем в другую сторону до следующего накида. Мы дошли до накида, меняем местами петлю с накидом, провязываем изнаночной 1, 2, 3, 4, 5. Это мы провязали первую группу из 5 петель на правой стороне. Далее разворачиваем вязание, делаем накид и вяжем до следующей последней нашей группы петель на левой стороне. Мы дошли до накида, лицевую накид провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. И мы дошли до нашего маркера, который мы ставили в начале выточки, где был подрез. Это мы провязали эту группу 5. Сейчас поворачиваем вязание, делаем накид и вяжем до нашего маркерочка с другой стороны, до нашего следующего накида. Так, доходим до нашего накида, меняем местами, и мы провязываем последние 5 петель группы с правой стороны. Три, 4, 5. Все, маркер нам уже больше не нужен. Теперь мы поворачиваем вязание, делаем накид и продолжаем уже круговое вязание,
включая петли переда и спинки. И вяжем до желаемой длины. Единственное, что хочу обратить внимание, если у вас большой перепад объема груди и объем бедра, смотря какой длины вы вяжете. В нашем случае до бедра будет. И где-то вот на вот этом участке выше здесь провязать сантиметров 12 прямо и дальше сделать прибавки для бедра, чтобы не сильно обтягивала линию бедер внизу джемпер. Ну, где-то в 10 ряду я прибавлю где-то 3 раза по одной петле по боковому шву. Это по центру, где мы делали подрезы, это будет как бы боковой шов. В 10-м, в 9 ряду прибавлю по 3 петли. И дальше пойду вязать прямо. И внизу резиночка. И закрываем. Теперь наше вязание уже будет идти по кругу. Накиды, которые мы делали в конце, уже провязываем со следующей петлей накид и петлю вместе, чтобы закрыть нашу дырочку, чтобы не было видно, чтобы был плавный переход. Вот первая петля, где мы делали прибавление одну петлю, вот наша 6 сантиметров. Если мы соединим нашу работу спицы, то вот прибавление, которое мы сделали на грудь. Выточек практически не видно, дырочек нету. Вот оно как смотрится с изнанки. Видно наша выточка. Если вы будете еще вязать, можете в выточку учесть то, если линия живота по прямой немного выступает, чем линия груди, высшие точки. Тогда, конечно, можно здесь сделать уже не 6, а больше, сделать наплыв на живот. И это все связать в выточку, внести. Для этого можно длину по спинке взять до вашей длины джемпера. И такую же линию перенести наперед и замерить от этой же точки через выступающую высшую точку на груди, через живот, и взять эту мерку во внимание. Если у вас сильно, допустим, выступающий живот, допустим, если грудь и живот все больше, конечно, надо давать наплыв на живот, потому что может подскочить. Если оно, допустим, меньше, то тогда можно прямо вязать. И если большая разница между объемом груди и объемом бедер, то, конечно, сделать небольшие прибавочки. 2 прибавочки я уже сделала в 10 ряду. Сейчас делаю еще одну прибавочку. Сейчас я вам покажу, как ее сделать, чтобы она была незаметная. С протяжку надеваем на спицу и за заднюю стенку провязываем, чтобы у нас получилась перекрученная петля. И дальше продолжаем вязание. Как видите, вот у меня уже здесь были прибавочки, и они в полотне незаметны. Дальше продолжаем вязание до нужной длины. Итак, мы довязали изделие туловище до конца, резиночка получилась. Закрытие сделали итальянским способом, резинка 1 на 1. Где-то сантиметров около 6. И теперь переходим к рукавам. Я уже петли рукава пересняла на спицы. И теперь у нас получается вот такая вот дырка, которую нам нужно заполнить. Что мы делаем? Мы берем конец нити и начинаем набирать петли. Это у нас полочка здесь получается. Наберем так, чтобы закрыть вот эту дырочку до нашего подреза. Я думаю, тут 2 петель будет достаточно. 1. И вот у нас идет лицевая петля еще, и в нее сделаем.
Дальше идут петли подреза. Напоминаю, их 6 петель. Вот у нас идет лицевая петля. Вот наша первая петля. И далее продолжение должно быть. И надо вот между петлями, получается, вот петли вниз, как мы вязали, а эти петли должны смотреть вверх. И вот мы вот в эту дырочку, верхнюю петлю, делаем одну петлю. Далее ищем, как у нас идет лицевая, вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая. Итак, мы уже набрали 8 петель. У нас получилось. Теперь переходим к азиатскому ростку. Набираем петли здесь. Вот у нас есть кромочная петля. Вот. Вот есть первая петля. Между ними, если их раздвинуть, есть вот такая вот перемычка, где петли выходит кромочная петля откуда. Вот надо в нее, из нее вытянуть петлю. Одна. Следующую ищем. Вот она, если видно. Вторая. Три. Вот когда мы раздвинем кромочную петлю и первую, вот видно она хорошо здесь. 5. 4. 4. Продолжение кромочной петли делаем шестую петлю. Итак, мы набрали 14 петель. Перед тем, как набирать петли подреза, у нас петли рукава составляли 74 петли. Сейчас мы 14 петель добрали, то есть 2 петли по полочке перед подрезом, 6 петель подреза и 6 петель на азиатском ростке на нашем. У нас получилось 88 петель. Для нашего рукава мне нужно 80 петель. Так как у нас размер рукава, обхват руки небольшой, всего 35 сантиметров, для этого размера это мало. Для вашего размера, если у вас больше обхват руки, то, может быть, этих петель будет и достаточно. И мне 8 петель нужно убрать. Эти петли я буду убирать клинушком, то есть как бы ластовица будет. Буду в каждом втором ряду закрывать по 2 петли, чтобы выйти на наши 80 петель. Что мы для этого будем делать? Первая петля, где мы набирали 2 петли, надеваем маркерочек сюда, отсчитываю 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И надену сюда маркер, чтобы выделить 10 петель. Далее мы вяжем по кругу, провяжем ряд. Вяжу я рукав магической петлей. Для тех, кто не знает, как, у нас есть мастер-класс, вы можете его посмотреть. Ссылочку вы найдете вверху. Мы дошли до маркера, и теперь
Пройдем еще один ряд закрепляющий, чтобы немножко закрепить эту ниточку, чтобы она у нас не мешалась сильно. Пройдем еще один ряд. Для чего я это делаю? Если вы помните, когда мы начинали вязать азиатский росток, перед этим мы заканчивали вязание на левой передней регланной линии. После этого мы прошли один ряд до спинки. Через рукав провязали петли рукава и дошли до спинки, и потом вязали азиатский росток. Так вот, сейчас мы этот ряд, который не достается на следующем рукаве, мы сейчас вяжем правый рукав, на нем нужно связать один лишний ряд. Сейчас мы его как раз и провяжем. Так, вот дошли мы до маркера, который мы вешали. Он нам уже не нужен. Теперь первую и вторую петлю мы провяжем вместе. Повернем, чтобы красиво лягла косичка петлю. 2 вместе. Далее вяжем до следующего маркера, не доходя 2 петли. Провязываем 2 вместе. Далее вяжем по кругу. И такие убавления мы будем убавлять их в каждом втором ряду, чтобы они сошлись на угол. Вяжем рукав по кругу и следующий ряд без убавлений провяжем. Так, мы ряд провязали без убавлений. Теперь мы делаем убавление. Петлю переворачиваем, чтобы красиво лягла косичка, и делаем 2 петли вместе с наклоном влево вяжем. Вяжем 4 лицевых. Далее вяжем 2 вместе с наклоном вправо. И далее вяжем по кругу и следующий ряд без прибавок. И так мы делаем убавки в каждом втором ряду, пока наши вот эти вот 2 петли не сомкнутся. Так, я делаю последнее убавление. И вот получилось, соединились наши лицевые дорожки. Далее вяжем по кругу до нашего, мы проходим уже последний ряд. После убавления вяжем по кругу. И начало вязания у нас будет с правой стороны от этих дорожек. Итак, мы сделали ластовицу, убавили наши петли. У нас в работе 80 петель. Теперь нам нужно определить длину рукава, какое количество петель оставить перед манжетом. Для того, чтобы рассчитать длину рукава, нам нужна мерка длины рукава. Я для реглана всегда делаю мерку, меряю от 7-го шейного позвонка или от центра спинки. Здесь я его отметила маркером, то есть между регланными линиями делим пополам и ставим маркер. От этой точки мы и будем считать. Итак, длина рукава у нас 80 сантиметров. Сейчас мы померяем, сколько мы уже связали. У нас получается 37 сантиметров. Итак, переходим к расчету. Наша длина рукава 80 сантиметров. Это от 7-го шейного и до низа рукава. Манжет у нас будет 6 сантиметров. Связано уже 37 сантиметров. И теперь вычисляем. 80 минус 6. Это 74 сантиметра. И 74 сантиметра отнимаем уже связанное 37. Это у нас получается 37 сантиметров. Значит, получается, что нам нужно довязать рукав до манжета 37 сантиметров.
37 сантиметров, я уже посчитала, это у меня получается 100 рядов. Теперь, что касается ширины. Длину мы вычислили. Ширина. В работе у нас 80 петель. Перед манжетами по чулочному вязанию у меня должно получиться 54. Это наш обхват запястья плюс прибавка. 54 петли. И получается, что у нас разница 26 петель. Эти 26 петель мы разделим на 2. Почему на 2? Потому что с каждым рядом убавления я буду убавлять не по одной, а по 2 петли. Это получается 13 раз будет убавлений. Теперь количество рядов мы делим на количество убавлений. Это где-то получается около 7. То есть убавление мы будем делать в каждом 7 ряду по 2 петли. Это у нас получится 91 ряд. И 9 рядов до манжета просто провязать надо прямо. Итак, переходим теперь к работе. Я думаю, здесь понятные были разъяснения. Если кому-то что-то не ясно, можете написать в комментариях. Я обязательно отвечу на ваши все вопросы. Провязываем 7 рядов по кругу. Итак, вот наш рукавчик. Я провязала ряд. На предыдущий ряд я надену маркер. Если вдруг я собьюсь или что, я могу посчитать ряды. Это наше начало вязания. И дальше продолжаем вязать. Так, 7 ряд. И мы начинаем делать убавки. Вот у нас идет наша лицевая петля, которую мы делали клинушек, ластовицу. И теперь мы делаем 2 петли, провязываем вместе с наклоном вправо. А следующих 2 петли мы провязываем с наклоном влево. И далее вяжем 7 ряд. И такие убавочки мы делаем в каждом 7 ряду, пока мы не провяжем 91 ряд или мы не сделаем 13 убавлений. Повторяю, что в каждом убавочном ряду мы убавляем по 2 петли. Когда мы связали рукав до манжета, у нас было 54 петли. Манжет я вязала на 50 петлях. Я 4 петли равномерно убавила. Манжет у нас получился 6 сантиметров. И закрываем мы петли иглой итальянским способом, с фабричным краем. Закончили мы на лицевой петле. Отмерили нити в 3 раза больше закрываемой площади, закрываемого расстояния. Иглу берем с тупым концом. Провязали лицевую петлю. В эту петлю сзади на себя вводим иглу, вытягиваем нить. Эту петлю можно снять. Далее вводим иглу в изнаночную петлю, так чтобы петли не были перекручены с изнаночной стороны. Можно снять ее. Далее вводим иглу в лицевую петлю назад, то есть та, которая справа у нас. И подхватываем петлю следующую, которая идет за изнаночной петлей. Далее, если повернуть назад,
сзади, с изнаночной стороны у нас идут с лицевой и изнаночные, с изнаночной стороны они идут лицевые петли. Подхватываем левую дольку лицевой петли и правую дольку следующей петли. С изнаночной стороны они смотрят как лицевые, с лицевой как изнаночные. И вытягиваем петлю. Ниточку протягиваем и немножко подтягиваем. Далее переходим на лицевую сторону. В лицевую петлю подхватываем левую дольку и правую дольку следующей лицевой петли. И протягиваем ниточку. Теперь мы смотрим на изнаночную сторону. Здесь у нас идут 2 лицевые петли через одну изнаночную. Мы подхватываем левую дольку лицевой и правую и протягиваем петлю, вернее ниточку. Переходим на лицевую сторону. Как заметили, что либо с лицевой, либо с изнаночной мы закрываем по лицевым петлям. У нас есть отдельно записан мастер-класс по закрытию петель. Вы можете посмотреть там подробно и потренироваться еще. Если у вас резинка 2 на 2, то в этом мастер-классе, в котором есть закрытие петель итальянским способом, есть и закрытие петель резинки 2 на 2 итальянским способом. Последнюю петлю мы подхватываем. Это у нас 2 изнаночные. Далее последнюю лицевую и первую подхватываем. И соединяем с изнаночной стороны лицевые петли. И вот у нас получился одинаковый край по всему полотну. Теперь осталось заправить ниточку, обрезать, и рукав готов. Второй рукав мы вяжем аналогично первому. Следить, чтобы количество рядов было одинаковое и убавочки были равномерные. Все, наш рукав готов. Мы довязали джемпер. Осталось сделать ему влажно-тепловую обработку. Какие же здесь у нас получились? Вот убавочки по рукаву, как смотрятся. Вязали мы с подрезом и с такой ластовицей, клинушком, чтобы убрать лишние петли по рукаву, чтобы не был рукав сильно широкий. Вязали мы его с выточкой. Если посмотреть с изнаночной стороны, то вперед получился длиннее спинки за счет выточки, так как грудь, и на нее нужно сделать прибавочку. Вязали мы с азиатским ростком. Вот мы набирали петли на азиатском ростке. Я думаю, что все получилось хорошо. Ну что ж, пошли его утюжить и делать примерку. Мы связали джемпер. Надеюсь, у вас все получилось, все прекрасно. Регланная линия у нас елочка. Мастер-класс вы можете посмотреть на нашем канале. Длина джемпера по спинке получилась 61 сантиметр. Длина рукава от 7 шейного получается 80.
Манжеты рукавов и низа изделия мы закрывали итальянским способом. И набор петель горловины у нас шел итальянский способ от клубка с дополнительной нитью. Ширина рукава у нас получилась 22. Мы там вязали ластовицу, чтобы убрать ненужное количество петель. В этом джемпере ничего сложного нет. Вы научились вязать выточку, вы научились вязать красивую регланную линию елочку, закрывать итальянским способом. Если вас что-то интересует конкретно, вы можете на нашем канале посмотреть отдельные мастер-классы. И меня, конечно, удивил расход этого джемпера. Получилось около 500 грамм, даже чуть-чуть осталось. Это может быть из-за того, что мы вязали изделие не сильно туго. Это такое редковатое, потому что если у нас объем груди шел где-то 118-119 до 120, ширина изделия у нас получилась в полуобхвате 58 сантиметров. Из-за редкости вязания немножко, когда вещь одевается, она растягивается. Еще хочу сказать, что этот расчет для джемпера можно использовать и для летних вещей. Только сначала связать образец из той пряжи, которую вы будете вязать. По этому образцу уже делайте расчеты. Они как раз подойдут. Большое всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны. С нами интересно. Поставьте лайк видео, если оно вам понравилось. И нажмите колокольчик, и вы получите уведомления о наших новых видео. И всем пока. Сладких вам петелек.